Ребята, мы поговорим о такой прекрасной яхте, как Aura 51. У нас был уже короткий обзор этой лодки, но здесь мне попалась яхта в версии Double Maestro, то есть для двух хозяев, и эта штука очень-очень востребована на рынке. Сегодня я постараюсь сделать более подробный, более такой вот щепетильный обзор для этой лодки. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Поехали! Так, что, обзор мы начинаем с нашего кокпита, как всегда, и давайте несколько цифр. У нас здесь 15,5 метров в двух корпусах, ширина 8 метров, ребят. То есть я хочу сказать, что это действительно такая крупная яхта. Вы видите высокий борт, то есть лодка высокобортная уже идет. Водоизмещение сухое у нее 18 тонн. Все это приводится в движение 60-сильным двигателем, две штуки. Сейчас можно поставить янмары по 80 лошадиных сил, как в основном люди это и делают. Общая парусность 155 квадратных метров, то есть 59 у нас Генуя, порядка 90 метров у нас Грот. Вот все это мы имеем на борту. И давайте посмотрим, что у нас по интерьеру, по экстерьеру. Погнали! Так, и давайте с платформы начнем. Опля, у меня выдерживает уже хорошо. В целом она может выдержать 250 килограмм. Она может опускаться у нас вот до вот этого уровня и быть таким продолжением. Кроме этого, она выдерживает у нас тузик. Но для этого нам надо сделать вот такие движения, да. Тузик будет располагаться вот здесь, тендер, да, и он будет, соответственно, у нас выглядывать, ребят. Это надо учитывать, то есть он будет торчать наружу. Мы можем заказать здесь еще алюминиевые балки, такие красивые, классные. Мы на Тану такие заказывали, очень толковые. Либо стандартные нержавеющие балки. Так, возвращаемся в наш кокпит. Ребятки, гриль наш, как же без него. В таком коробе, ребят, гриль идет с верфи. Это заводское исполнение. Некоторые ставят тут специальные гривели каких-то модных марок. Не вопрос, это все тоже можно установить. В данном случае мы имеем Эна, французский производитель. Здесь он идет, как вы знаете, уже с чугунной планшей. То есть это даже не гриль, а планша, да, барбекю планша. Вот так вот он идет с верфи. Ну что, давайте обратим внимание на наш кокпит. И он действительно огромный. Он невероятного размера. Это новые лодки, которые спроектированы Эльвира Купо уже с учетом многих, скажем, ошибок, опыта. И в итоге вот максимально здесь все раздвигается в плане жилого пространства, ребят. Имеем мы на борту здесь стол деревянный, одна штука. Его можно поменять на пластиковый. И кроме того, к нему есть такие раздвижные штуки, которые его увеличивают. И за него можно до 12 человек посадить. Мы имеем, ребят, огромное количество рундуков. У нас в каждой сидушке рундук. Вот здесь у нас есть рундук. Оп, сейчас, минутку. Да, видите, тут можно много чего нужного и полезного сложить. Спасплот, но спасплот у нас здесь, поэтому здесь, опять же, хозяйственный, достаточно емкий рундучок. Вот здесь у нас есть закуточек, вы его уже видели в некоторых обзорах. Тут иногда мы располагаем винный холодильничек, почему бы и нет. Льдогенератор, да, айсмейкер здесь можно расположить. Можно и кофеварку, все что угодно. Здесь достаточно защищенное место. Вы видите вот здесь ветровички. У нас находится очень нужная и полезная штука. Она действительно защищает от ветра. И здесь действительно можно себя вот как бы уютненько и классненько чувствовать. Кроме того, вот эта часть у нас сдвигается. Вот она соединяется, эта часть полностью с камбузом. Вот, и опять же, вот валятельные места. Мы когда-то были первые, кто начали делать здесь подушки для лежания, матрасики, вернее, народу это понравилось. Вот, и действительно, вот в сочетании с этим ветровиком у нас все отлично. Вот, стандартный лючок мы имеем, да, для проветривания.
И, ребята, по правому борту традиционно рулевой пост. И под ним, смотрите, сколько полезного пространства. Да? Здесь у нас находится спасательный плот. Вот он здесь спрятан. Но иногда мы для клиента устанавливаем спас-плот с той стороны, если небольшой идет как бы экипаж. А здесь размещаем полки для обуви и все таки. Дальше. Это заводской холодильник, он на 60 литров у нас. Но здесь пространство позволяет поставить гораздо больше. То есть здесь мы ставили 90 и 120 литров холодильники. Здесь холодильник для напитков очень востребован. То есть здесь рядом вот зона активности. Вы знаете, да, что больше всего по времени мы проводим в кокпите. Как бы не было там холодно, не холодно, но все тусят здесь. Поэтому холодильничек здесь очень-очень кстати. Да, посмотрите, вот такую повесили сеточку толковую, но можно было что-то покрасивее. Это уже сам клиент. И вот это решение тоже, смотрите, оно у нас практичное. Раньше Фонтен делал это из пластика, было дешевле. Но сейчас они разорились вот на такое. Да, я вот себя вижу. Это вот открытое решение нам позволяет с рулевого поста контролировать наш порт-сайд. То есть корму левого борта, если у вас стоит швартовый матрос там, вы с ним нормально коммуницируете. Кроме этого, коммуникация с вашими товарищами, которые здесь вот сидят и не хотят выходить к вам на рулевой пост. Ну, давайте, раз о нем начали говорить, поднимемся и осмотрим его поподробнее. Рулевой пост, здесь они все, скажем, похожие у Фонтен Pajot, да. Давайте я немножко отвлекусь и скажу, почему у нас раздельный. Вот недавно мне клиент сказал, что, блин, вот классно, там на Леопарде все стоит на том месте, все на рубке расположено. Ребят, я делал уже один раз видео, где я объяснял, почему некоторые верфи, в том числе FP, идет на удорожание, скажем, конструкции, а это есть удорожание, да, когда ты делаешь отдельный рулевой пост, это отдельная матрица, отдельные рабочие часы, отдельная технологическая карта и так далее, и так далее. Так вот, когда вы походите активненько и будете активненько пользоваться парусами, вы увидите, что на такого размера яхте длина веревок очень большая. И когда штурвал находится вот на рубке, то вот эта вся лапша, она начинает вот здесь все обволакивать. Это не есть хорошо. Вы не можете пользоваться штурвалом, вы не можете тротлами нормально пользоваться. У нас здесь идеальное решение, учитывая современные автопилоты. Вы можете нажать две кнопочки, и автопилот сам перебросит галс, понимаете? То есть он сам будет управлять вашей лодкой. Более того, вы можете себе автопилот сделать с дистанционочкой, да, он у вас будет здесь висеть, и вы будете управлять этим. То есть вы идете, вам нужно перебросить галс, вы себе пуньк, и яхта плавненько вот как бы переходит, да, с одного угла ветра на такой же, вот, но на правый борт, на другой борт. И вы спокойненько занимаетесь себе переброской галса. Почему? Потому что в данном случае это идеальное решение для управления одним человеком. Кто ходит на лодках, тот знает, что здесь вот 3 лебедки очень близко находятся рядом. И здесь вот рулевой пост. Давайте к нему вернемся. У нас здесь на борту Garmin, конечно, совсем маленький. Совсем, дюймов, наверное, 10. Несколько маленьких мониторчиков и еще информационные мониторы. Их разместили где угодно здесь. Тут стоят Volvo, но можно поставить Yanmar, как я вам говорил, если нужно. Мы частенько ставим Raymarine или B&G нашим клиентам, потому что тот, кто пользовался Garmin, тот как бы знает, что надо что-то получше, да. И с моей стороны, как дилера яхт, проблема с сервисом у Гармина. Там такое количество формальностей нужно заполнять, такое количество бюрократии, что это превращается просто в ад. Страдают все, страдает клиент, страдаю я, выигрывает только Garmin. Но, опять же, если говорить о цене, самое дешевое решение, и дешевле вы не найдете. Далее, штурвальчик здесь вот на 70 сантиметров, но мы нашим клиентам ставим 80-сантиметровый, он гораздо поприятней, карбоновый, либо пластиковый, белый или черный. Вот. Для такой лодки у нас есть уже хорошее решение, установка
электронного управления, то есть электронные ручки, потому что, в принципе, яхта уже большая и пристойно уже здесь иметь электронное управление. У нас здесь сидушка на 3 места, можете всей семьей здесь сидеть. Подстаканник идет с завода. Ребята, вы многие спрашивали про подстаканник на рулевом посту. И для вот некоторых клиентов мы здесь сделали такой подлокотник из пробки, да, чтобы можно так вот, облокотившись здесь вот с бокалом виски, с сигаркой, вот так как-то здоровски рулить. Да, и важная штука у меня, ребята, под ногами. Здесь у нас расположена вот такая решеточка, по которой вода стекает во время дождя, вот, скажем, на борт. Эта вещь очень нужная, полезная, must have. Решетка из дерева, и под ней вот находится такой канал для спуска воды. Теперь погнали на наш флайбридж или сандек, как его называют. Поехали. Давайте еще немножко остановимся на нашем бимине. Вот у меня рука легла, я сразу вспомнил. Мы можем сделать пластиковые бимини, тенты, хардтопы из пластика, да, не вопрос. Но, ребята, пока это дорого, но и подумайте, насколько он нужен, потому что он будет греться больше, чем сама ткань. Ткань здесь идет хорошая, дорогая, Sunbrella, импортная. Так, возвращаемся к нашему флайбриджу. Видите, достаточно он у нас такой просторный, да, здесь находятся у нас диваны, очень глубокие, классные. Здесь можно лежать, валяться, делать все, что хотите. За моей спиной вот здесь матрасы для загорания. Кроме того, вот здесь можно сделать тентик, когда вы отводите ваш гик в сторону. Вот таким образом, чаще всего на стоянке вы пользуетесь. Здесь мы делаем тент, и он закрывает достаточно большую площадь. Очень красиво и аккуратно получается. Столик у нас опциональный. Это стол, который можно заказать на верфи. Вы должны понимать, насколько он вам нужен. На 51 места достаточно, и тут ноги протянуть, скажем так, возможно, да, когда ты сидишь. На 47-45, ну, как бы столик вот такой занимает все пространство. Почему вот он в виде короба такого сделан? Да, что там у нас внутри? Внутри у нас просто вот пластик, просто голый пластик, даже не обработанный. Ну, как-то не камильфо, ребят. Да. Вот. Он у нас служит еще подставкой, то есть вот он такую тушу почти в центнер может выдерживать, и вы тогда можете работать с вашим лейзибэгом достаточно легко, если тем более у вас рост вот такой, как у меня, или еще ниже. Что еще мы видим с высоты нашего стола? Мы видим, что у нас по периметру, ребята, проходят солнечные панели. Это панели гибкие, и по ним можно ходить. Сейчас я вам даже продемонстрирую. Вот я сейчас пойду. И вот так я могу походить по этой панели. Кроме, ребята, эстетического восприятия и возможности по ним ходить, плюсы у них заканчиваются, потому что достаточно, ребятки, они малоэффективные, да. То есть КПД у них оставляет желать лучшего. И опять же, я общаюсь с юзерами таких панелей, они говорят, со временем они мутнеют немножко, и КПД еще падает. Вот здесь на всей этой площади у нас, по-моему, 1800 номинальных ватт. Реально, ну, нужно смотреть. Ну, а мы можем сделать просто стеклянные панели в корме, достаточно эффективные, вот, и которые не будут терять свое КПД вот так быстро, как эти панели. Поэтому лично мне это дело не особо нравится. Я знаю, что в будущем эти технологии разовьются. Я считаю, что следует развивать вот эти технологии, да, таких гибких панелей, и они будут развиваться, потому что востребованность очень большая. Но на данный момент маємо, що маємо, друзі мої. И здесь вы видите погон Стаксельшкота. Ребята, его сделали нормального такого размера, чтобы показать, что яхта действительно парусная и так далее, и так далее. Кстати, некоторые мы меняли погон на Харкиновский, который более легко управляется прямо с места рулевого. Вот. И здесь вся проводка вот толково заводится к вам туда на лебедке. Вот. Погнали. Продолжаем обозревать наш рулевой пост, система управления нашей яхты. И, как я сказал, здесь лебедки находятся достаточно удобно. Они вот 3 здесь вот прям рядом, да, у нас 65, 65 и 55 размер. 2 из них электрические, да, вот эта фаловая и одна для стакселя. То есть на эту вот сейчас у нас уже заведен стаксель. Ой, сори, мне тут немножечко
перетянул. Вот здесь у нас на этих стопорах рифы, фалы, находятся топинант, тоже здесь заведен. И отсюда из этих стопоров к нам заходит управление нашей кареткой Гика Шкота, левый стаксель Шкот у нас заходит здесь. Вот, то есть управлять достаточно легко и просто. То есть, ну, галс вы просто оперируете вот этими двумя лебедками. Здесь сняли, здесь одели, с помощью электричества ее подбили. Вот, собственно говоря, и все. То есть этой яхтой можно управлять в одиночку в море, это да. Вопрос о швартовках, ну да, скажем, если вы хотите швартовать в одиночку, то есть, ну, там, 1,5 человека, как я говорю, такую яхту, вы должны иметь хороший опыт и хорошего подготовленного матроса минимум, а лучше 2. Хотя очень удобно здесь проход, вы видите, да, я могу выйти, пройтись к корме, отдать швартовые, контролирую этот борт. Когда я швартуюсь кормой, я становлюсь вот так вот, да, я вижу эту часть, вижу ту, могу коммуницировать. Вот, кроме этого, можно поставить здесь камеры, которые будут вам помогать. Что вот увидел такую штуку, и скажите мне, зачем владелец этой яхты сделал чехольчики на вот эти 2 штуки? Блин, вообще ума не приложу. Если у кого-то есть какие-то идеи, сообщите мне в комментах. Погнали на наш фордек. Проходы у нас очень широкие, рейлингов уже прямо с завода достаточно много, потому что на младшие модели нам приходится устанавливать их дополнительно. Но давайте к нашему фордеку. Пам-парам-па-пам-па-пам-пам. Он отлично оборудован, ребят. Ну, я не буду говорить, смотрите, какой он огромный. Он действительно большой. Лодка, ну, действительно большая, ребята. Она производит впечатление, если мы там равняем с конкурентами большего размера, да, за счет вот продуманности как внешнего, так и внутреннего, как мы увидим, пространства. Хорошо продумано, да, то есть подушки вы видите, как расположены. Здесь можно спинки опустить, вот как-то так они вот опускаются, да. И у вас здесь вот такие лежательные места. Но можно поднять их легким движением руки, и они поднимаются, и вы получаете диваны. Здесь у нас находится наш якорный ящик, наша лебедка, наш брашпиль. Вот, да, здесь есть доступ к нему, помыть отсюда можно вертлюг, якорь. Хорошо, что отбрасываются вот эти части подушек, очень толково сделано. И большой рундук у нас здесь находится, вот в этой части. Кроме этого, ребят, у нас 2 форпика есть. Их можно использовать как хранилища. Можно из них сделать каюты шкиперов. Более того, даже можно туалеты там каким-то образом разместить. Вот, они уже достаточно такие емкие, объемистые. Сеточка, вот как без этого. Здесь мы видим бушприт для гинакера. Это опция, да, в стандарте не идет. То есть здесь у нас гинакерное оборудование находится. И кроме этого, сам клиент, видите, здесь блоки стоят. Это блоки для парасейла. Это такой гибрид парашюта со спинакером. Очень классный парус, но больше всего он подходит для очень длительных переходов. Есть у меня клиенты, которые перешли через Атлантику, восхищаются им. Но оперирование с ним, пока ты его поставишь, пока уберешь, ну, достаточно такое долгоиграющее. То есть это не как гинакер, который ты сейчас, скрутки вообще великолепные, скрутил, раскрутил. Здесь мы видим скрутку ручную, а мы на Ауру уже ставили электрическую закрутку. Я считаю, для такой лодки уже доречно. То есть у вас нет вот этой веревки, у вас 2 кнопочки. Вот, более того, ребята, я себе даже на свою лодку поставил, на маленькую лодку, вот такую электрическую скрутку. Работает классно, мне понравилось. И электрическую скрутку можно поставить на гинакер, да. Есть сейчас Факнор, Профурл делают плоские скруточки, которые убираются. То есть вместо барабана у вас такая электрическая скрутка. Мы ставим здесь розеточку, и работает достаточно прикольно. Вот смотрите, как у нас клинеры ездят, видите, на падлбордах. И куда он поплыл? Он будет чистить борт. Технология. Так, и вот я вам показываю, как здесь у нас все открывается, да, открывается. Вот.
И мы получаем, вуаля, вот такой вот шикарный проем. Это самый большой в классе. И в итоге вот эта часть, которая в кокпите находится, у нас соединяется с камбузом и становится единым целым. То есть у нас камбуз теперь перемещается в кокпит. Как лун, получается, кокпит. Салон. В основном ты активненько работаешь, когда хорошая погода, и хочется что-то перекусить, сварганить чего-нибудь вкусненького. Классная штука. И за счет чего это у нас возможно, ребят? За счет того, что корпуса, как для катамаранов такого класса, достаточно жесткие у Фонтена. Не ловите меня на слове, сейчас диванные эксперты. Все катамараны, даже алюминиевые, железобетонные, они все играют, да? Но Фонтен уделяет производству корпусов очень большое внимание. Не верите, я вас приглашаю на верфь. Я вам проведу экскурсию, вы увидите. Ну, для этого, может, надо съездить еще на другие верфи, чтобы сравнить. Но за счет этого мы имеем вот такой проем. Мы имеем большое количество панорамного стекла. Вот сверху у нас большие окна, вот здесь. Без вот этих палочек троллейбусных. Мы видим действительно море постоянно. Действительно классный, красивый вид. Весь интерьер воздушный. Поэтому все это, опять же, не какие-то хотелки или маркетинговые уловки. Это все востребовано клиентами. А там, где клиент выдает запрос, ну, нужно его удовлетворять. И мне это очень нравится. Ладненько, давайте вернемся на камбуз, на нашу кухню. И она здесь действительно классная, да, потому что я специалист по кухням. Так. По секрету скажу, камбузу я уделяю большое внимание. Видите, я даже обзор салона начал с камбуза. У нас здесь вот линейная часть, островок и еще отдельный полуостров, назовем его так. Что мы имеем здесь? У нас здесь комбинированная микроволновка, духовка от Мили. Крутая штука, смотрите, внутри натуральная нержавейка, конвекциональный обдув, гриль, 2 гриля. Малый и большой, для маленьких бутербродов и для больших бутербродов. Про духовки я могу вечно говорить, друзья мои. Я вам потом покажу, какую я духовку на своей яхте поставил. Вот кто догадается, блин, 3 бутылки шампанского. Вот просто, вот кто догадается, марку хотя бы. Так вот, друзья мои, Мили на борту это опционально, то есть верфь ставит какой-то шмурдяк типа Боша. И, соответственно, у них вот здесь получилось пространство. Ну, наши мастера, конечно, более аккуратненько это все делают. Здесь можно сделать какое-то решение, чтобы этим пользоваться. Это я не пойму зачем. Это вот как бы так они устанавливали это. Дальше. Вот эта часть очень толковая. Я считаю, очень хорошо продуманная. Здесь место для чего-то уже предназначили. И здесь огромное количество всяких емкостей, где можно всю кухонную утварь разместить. Я считаю, очень это все вот толково, мне это дело нравится. Индукционку поставили. Ну, как бы индукционка самый большой пожиратель электричества. Это надо понимать. Значит, здесь будет дизель-генератор хороший стоять. Вот, поэтому мы, кстати, посмотрим, что у нас в отсеках моторных, какие у нас стоят здесь генераторы. Дальше. Здесь у нас стоит Fisher & Paykel. Про такой бренд слышал, да? Вот новозеландский бренд. Посудомоечная машина вот такого выдвижного типа. Толковая штука за счет того, что она в виде вот такой шухлядки сделана. Здесь очень удобно все размещать, то есть ты контролируешь процесс. Да, ну, вполне классная штука. И на этом кухня наша не заканчивается и переходит вот в следующую часть. Здесь, как вы видите, становят кофемашины, газировочные аппараты и так далее, и так далее. То есть здесь вот такая кофейно-барная тема размещается. Да, и тут наш холодильничек на 150 литров с прозрачным дном. Очень хорошо и толково, вы видите, он организован здесь. Все по уму сделано. Вот такие холодильники, они экономят электроэнергию. То есть я понимаю, что многие возбуждаются просто от вот этого сайд-бай-сайд холодильника. Сразу начинают писать кипятком. Вот такой холодильник более толковый и для себя. Ну, я бы хотел такой именно холодильник. Дальше, в целом, здесь все наши шкафчики, не буду вам открывать, да, здесь все в большом количестве. Вернемся к нашему островочку, дополняет рабочую поверхности, то есть, ну, походу вот это и есть рабочая поверхность, блин, ну, да,
как-то бы мне хотелось здесь дополнительно, может быть, прикрыть эту мойку, но вот есть то, что есть. Здесь у нас выдвижной, да, под наши ложечки, вилочки, смитничок, да, такой вот нужная штука. Скажите мне, пожалуйста, где купить эти крышки? У меня на лодке как-то умыкнули техники. Крышечку такую я не могу ее на Амазоне найти. Помогите. Здесь вы можете с супругом своим работать и не ссориться за пространство, за территорию. И дополняет всю эту идиллию морозилка в данном случае. Это опциональная, да, то есть это за отдельную плату. То есть здесь может быть морозилка, до минус 12 он у нас может работать. Либо здесь можно холодильник разместить. Ну, не знаю, кому-то нужна морозилка. Вот, собственно, я думаю, предостаточно будет. Вот такой у нас прекрасный, чудесный камбус. И давайте оценим нашу отдыхательно-обеденную зону. Ну, что могу сказать. Вот одному моему клиенту вот этот выступ не понравился. Мы что-то с ним будем делать. Не скажу, что я этому рад, но заказ есть заказ. Ну, мне, в принципе, наверное, нормально, да, этот диванчик. То есть у меня такие двоякие чувства относительно вот именно этой зоны. То есть, ну, вдвоем вроде бы вот как бы не особо и разместись. Здесь у нас такой подлокотничек, здесь можно айпадик. Блин, ну, такие фонарики. Насколько толковый интерьер, классные корпуса, ходкие лодки. Но вот это дело как бы не совсем не заходит, то есть достаточно оно бедненькое. Но решение есть, ребята, и наши мастера делают шикарные интерьеры. Вот мы меняем здесь ткань на алькантару, делаем вставки с натуральной кожи, с нержавеющей стали. И действительно интерьер просто вот превращается в куколку. Вот мы делали такие интерьеры, вот вы можете посмотреть вот здесь или здесь. Вы увидите, что выглядит все абсолютно по-другому. Но в целом лодка спроектирована очень толково. Вы посмотрите, вот надо мной шикарные иллюминаторы находятся, да, насколько они добавляют света. Ну просто такое чувство, что ты сидишь вот просто на открытом воздухе, и это класс. Да, фонарик вот этот мы тоже меняем на Форесте Сварди, такой с кожаной оплеточкой, модненький. Вот. Кроме этого, друзья мои, обратите внимание, за моей спиной находится вот такой иллюминатор, да, он открывается, очень широкий. Во-первых, это проветривание. Во-вторых, вы можете свои напитки, коктейли передавать на фордек. Достаточно легко это все делать. Так, и продолжим осмотр обеденной зоны. Ребят, здесь у нас стоит стол обеденный, раздвижной. Это опциональный стол, потому что в стандарте идет такой маленький кофейный столик. Этот столик у нас раздвигается, он может у нас опускаться. Вы видите, у него пневматические ноги. Вот это место может превращаться в спальное место. Да, здесь можно положить матрасик. Вот такой заказ был, видимо, у владельца этой лодки. Здесь у нас вот хранилище. Тоже толковые такие утопленные полки. Здесь можно разместить все, что угодно. Оно не будет у вас колбаситься. Вот та часть мне очень нравится. Такая она уютненькая, знаете, по-детски. Там можно сделать подсветочку. Еще хочу обратить ваше внимание. Вот так вот тут за картиночкой спряталась колонка Bose или Bose. Вот так выглядит замена акустики на Bose. То есть, кто в опциях видел, такие раз, два, две колонки всего. Далее мы видим здесь у нас телевизор. Это заводское решение, это опция. Вот, но как им пользоваться, ну как-то непонятно, да. Отсюда он далеко находится. Отсюда тоже как бы неудобно, да, шею крутить. Ну и кроме этого он не фиксируется. Ну немножко это все так вот как-то непонятно. Вот. Поэтому какие-то решения надо другие. Может быть, кто знает какие-то крепежи, которые фиксируются, которые защелкиваются. Порекомендуйте в комментах, буду очень вам признателен, потому что пока я не придумал вот именно для такого вида решений. Ну и кроме этого, здесь можно разместить проектор, разместить хороший экран и получать себе такой настоящий кинотеатр. И давайте посмотрим наш штурманский уголок. Чем больше яхта, тем меньше
штурманского стола. Вы видите, как он деградировал. Вот это все, что касается штурмана у нас здесь. Да, вот выдвижной ящичек, ни о каких картах речи уже не идет. Все. Garmin 12-дюймовый, система Scheiber здесь уже стоит, да, система умного дома. Мы можем управлять. Держатель для VHF радиостанции. Fusion. Хорошо любить и жаловать. Вот. И тут сигнализация, USB-шки, в принципе, вот все. Очень модные приборы у нас, зацените это. Владелец сам себе уже разместил. Так, и давайте посмотрим, что у нас здесь на правом борту. Ребята, у нас две каюты, да, вот здесь гостевая, а вот тут по дороге у нас шкафчики везде. Да, а вот здесь у нас находится мастер-каюта, ребят. С вот таким шикарным санузлом. Действительно классный, толково продуманный санузел. У нас вот здесь отдельный душ. О, хорошо. Молодцы. Полностью магнитная лента идет, смотрите, на все. Я не знаю, это сам владелец сделал или это уже с фонтана идет такая штука. Вот, да, я в душе вполне нормально помещаюсь. Здесь бы, конечно, решеточка не помешала внизу. Вот, но в целом нормально. Полка уже готовая есть. Вот душ можно здесь укрепить, здесь. Над вами опять же чайки летают. Свет натуральный, ну, красота. Тут у нас умывальник. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы он чуть-чуть выступал, потому что очень много как бы льется все вниз. Но по ширине он действительно хороший, он нормальный. Вот. Тумбочки, все есть. И хороший туалет, опять же, в отдельной дверью. Вот здесь уже стоит электрический, Tecma итальянский, вполне достаточного размера. Вот. И мы имеем вот такую мастер-каюту. Вот. Ну, она прекрасна, действительно. Кроме вот этого жуткого синего цвета, все великолепно на самом деле. Но, опять же, я на своей лодке вот поменял этот синий цвет. И у меня теперь здесь такая приятная алькантарка. Какая главная фича этой мастер-каюте? То, что у нас есть выход на пляж, то есть выход на транец. Мы можем выходить, ну вот заходить. Диванчик, ну, такое сомнительное удовольствие. Я бы здесь тумбочку расположил. Ее можно сделать, в принципе, нашими мастерами Интерпарус. Мастерами нашего Интерпаруса. Реклама. А, здесь можно было бы, да, столик. Конечно же, здесь можно было бы сделать туалетный столик. Вот. Запатентовал идею с небольшим пуфиком, зеркальце, все дела. Хотя вот тут тоже есть зеркало, видите. Мы имеем достаточное количество шкафов. Здесь их огромное количество. Раз, два, три. Выдвижных. С той стороны, смотрите, вот такой чудесный комодик. Можно подсветочки сделать, будет очень уютненько и нежненько. Под кроватью у нас огромный рундук. Вот он выдвижной. Давайте я вам покажу. Видите, сколько тут, боже мой, сколько всякой фигни набили. Он с подсветкой. Сейчас не видно, правда. Вот таким образом кормовая часть этой каюты, да, сделана. То есть это одна из самых главных фич. Вот тут есть даже занавесочка такая, да. Вот вы можете выходить на транец, покупались себе, там поплавали, сразу зашли сюда. Вторая функция — хорошее проветривание, потому что над вами находится козырек кокпита, поэтому от дождя вы частично защищены. И очень хорошее проветривание. Ну, кроме этого, мы имеем кондиционер здесь. И вот эта часть мне тоже нравится, так она уютно, по-домашнему все. Вот тут бы я еще что-то придумал. В целом, каюта в самый раз, то есть здесь есть все, что нужно. Места здесь предостаточно. А вот этот лейаут — это то, из-за чего я хотел вам показать эту лодку. У нас с двух сторон, по двум бортам, в двух корпусах находятся вот такие мастер-каюты. Эти варианты заказываются чаще всего клиентами, да, потому что Fountaine Pajot делает больше лодок для частного рынка, как я говорил. Такая версия очень востребована. Опять же, ребята, напишите свое мнение. Так, теперь носовая наша каюта. Ребята, гостевая носовая каюта. И, в принципе, она очень похожа на каюту в 47-й Тане. Тут, ну, как бы ничего такого сверхъестественного нету. Есть у нас шкафчик. Здесь. Вот здесь у нас есть для белья шкафчик.
выдвижной под кроватью у нас. Ну, в принципе, обычная гостевая каюта без каких-то излишеств. Но у нас здесь очень хороший, ребят, посмотрите, санузел, опять же, как для гостевой каюты. Вот, и здесь совмещенный, конечно, туалет с душем, но достаточно все просторно сделано. Вот, поэтому, ну, опять же, такая лодка для тех, кто прежде всего хочет мастер-каюту, да, а их здесь две. Вот, а гостевая это уже как детская, либо вот действительно для непрошенных гостей. Вот, но санузел вполне, вы видите, ну, достаточно он просторный, как для гостевой каюты. Ручной туалет здесь установил владелец, ну, это его право. Вот, и вполне тут можно развернуться даже крупному такому человеку, как я. Так, ребятки, а теперь портсайд, наш портсайд, левый борт. Вот, и поцарапался, блин, надо менять. Хочу ваше обратить внимание, здесь у нас панель управления, у нас дизель-генератор, Aquabase, это опреснитель, и наш инвертор. Что мы здесь делаем? Мы здесь ставим как бы такие из плексиглаза, как, ну, не дверцы, да, ограничители, потому что вот когда тебя качает, и ты плечом отлично это все переключаешь, включаешь. Вот, поэтому наши мастера здесь устанавливают вот такие ограничители, очень толково. Ну что ж, давайте мастер-каюту здесь оценим. Мы увидим точно такую же каюту, ребят. Вот она, ну вот, симметричная. Тоже бестолковый диванчик, да. В другом она отличная, хорошая каюта, без претензий, да. У нас имеется здесь хороший вид, да, у нас хороший иллюминатор. Такой вот занавесочки, правда, я бы поменял. А вот вид прекрасный, шикарный. Тот же санузел, та же кровать. Размер кровати здесь 2 на 1,60 м или 2 на 1,80 м. По мере скажу. Вся такая же мебель, абсолютно один в один, да. Поэтому эта планировка действительно очень заходит тем людям, которые не собираются ходить с большим количеством гостей. А я вам скажу, что большое количество гостей напрягает всех владельцев. Да. Первый месяц идет тусовка, потом все отдыхают. Ну, желательно иметь на борту 2 человека всего. А с гостями, ну, какое-то время, там, плюс 3-4, не больше. Вот. И носовая каюта, давайте мельком ее просмотрим. Ага, у нас тут по дороге есть стиральная машина. Вот, да, она у нас здесь, вот, на левом борту, ребятки. Вот, хорошее место. Вот, и носовая каюта один в один. Точно такая же, как и на том борту, с таким же санузлом. Все один в один вы можете посмотреть. Так, и это наш моторный отсек по левому борту. Здесь у нас находится двигатель Volvo на 75 лошадиных сил, но возможно сейчас Янмар 80 поставить. Кроме этого, электрические щитки на 220 здесь вот заведены полностью, мы видим управление всеми рубильниками. И опреснитель Aquabase на 220 вольт и производительностью 200 литров в час. Все достаточно доступно, легко можно обслужить и двигатель, и опреснитель, и доступ к щиткам здесь есть. То есть достаточно просторное моторное отделение. Вот так вот. Так, правый борт и опять же тот же Volvo на 75 лошадей. И здесь у нас 2 инвертора зарядника на 3000 ватт, да. И вот смотрите, отдельно у нас стоят регуляторы МПП-тихи наши виктроновские, которые контролируют подачу электричества, электроэнергии с солнечных батарей. Вот их 4 штуки здесь отдельно находятся, потому что вы видели большая площадь здесь покрытия. Здесь все рубильники, предохранители. И вы видите здесь литиевые батареи от Victron стоят вот в этой части. То есть здесь владелец поменял батареи АГМ, которые шли с верфи, на литий феррум фосфатные. Что ж, друзья, вот такая лодочка у нас получилась. Да, вы видите, она хороша и снаружи, и внутри. Отличный такой баланс. Но, опять же, это уже большая лодка. Она требует
как бы опыта в управлении, либо капитана. Если вас эта яхта или другие заинтересовались, обращайтесь, мы можем сделать экскурсию на верфь, по возможности можем сделать тест-драйв. Я буду рад, приезжайте к нам в Ля-Рошель. Также не забывайте, что у нас есть парусная школа, мы вас научим управлять такой лодкой, монохулом, любыми видами лодок. С вами был Саша Горан и команда Интерпарус. Прощаемся с вами до следующих видео. До встречи в морях.